Занятие первое в целом. Собственно, о чем речь? Если мы говорим об успехе в самореализации, успех для каждого свой. Да, здесь задача, чтобы, если есть потенциал, его можно было бы использовать, чтобы он не пропадал. А еще лучше, если можно было бы его увеличить и реализовать. Да, для каждого в этом плане успех свой. Какая картинка есть в обществе? Большинство людей, они не ставят цель расти. Они не ставят цель идти вверх. Да? То есть они или не верят, что это возможно, или там довольствуются тем, что есть. Ну и всякие разные мотивы, по ним пройдем. Но чтобы мы могли говорить об успехе в самореализации, то человек должен ставить соответствующую цель и за нее сражаться. Сражаться. Да, потому что легко подобрать то, что валяется на асфальте, да, а выйти, скажем, на ринг и сразиться за чемпионский титул, это может мало кто. И у кого такого навыка борьбы нет, тот особо как бы не настроен сражаться. У него нет опыта, у него нет достаточных морально-волевых качеств, и он уходит в какую-то свою иллюзию. Да? То есть одни запрограммированы идти вверх, увеличивать свои возможности, увеличивать там свои доходы, да, свое там социальное положение. А другие об этом не думают, они не мотивированы, они из этого процесса выключены. Они ходят на работу, как-то там зарабатывают, что-то отбывают, на это все заканчивается. Да? И нам нужно рассмотреть в данном случае, как уровень связан вернее, как достижение человека связано с его уровнем развития. На самом деле все очень просто. Да? Если человек не способен принимать правильные решения и реализовывать это вовремя, да, то он и не может, и не успевает. Да, там, грубо говоря, один человек не может долгое время принять решение, какое-то простое, да, а там, человек успешный за это время, может быть, несколько заводов купил и продал. Да, он тренирован принимать сложные, рискованные, дорогостоящие решения, а другой не тренирован. Ему все тяжело. Где нужно принимать решения, ему тяжело. Да, в целом, саму картинку вы знаете. Да, первый уровень развития – это доходы, как правило, ниже среднего. Поэтому для первого уровня они работают руками, стоят недорого. Да? На втором уровне средний, там чуть-чуть выше среднего. На третьем уровне это люди уже бесстрашные, это сильные, это лидеры. В 3, в 5, в 7 раз выше среднего – это норма для третьего уровня. На четвертом уровне это миллионеры, да, или элита, профессура, да, люди вот такого полета. Для своей страны это элита. Да, если бизнес, то это как бы люди, которые решили вот такие задачи масштабирования своего бизнеса, да, и там несколько миллионов у них доход есть. Пятый уровень и выше. Если элита, то знают не только в своей стране, но в том числе и за рубежом. Не все, разумеется. Да, это уровень миллиардеров, они решили какие-то уникальные задачи. Да, то есть достижения человека зависят от его уровня развития. Вот это нужно принять, определиться, какой уровень возможностей вы хотите иметь, и к этому уровню возможностей нужно подтянуть свой уровень развития. У большинства людей, да, которые не включены в борьбу за высокие достижения, этой связки нет. Да, результат у них зависит не от того, насколько ты умный, сильный, бесстрашный и быстрый, а от чего-то другого. Там повезло, богатые родители или еще кто-то. Да, все это из мира иллюзий, да, потому что каким бы ты ни был, хоть в светлой иерархии, хоть в темной, если ты не соответствуешь, тебя смещают, съедают, подставляют. Но ты не можешь просто контролировать процесс, ты не понимаешь, как это делать. Поэтому кто может идти к успеху? У кого однозначно выстроена связь. От моей силы, от моего ума и других качеств зависит результат. Да? И я должен действовать, да, чтобы получить тот или иной результат соответствующий. Да, поэтому нужно установить эту связь, определиться, вы что хотите и что для этого себе нужно реализовать. Если эта задача не будет решена,
Ну, не может быть дипломат с нарушением этики. Поэтому для каждого уровня возможностей есть свои требования. Их нужно увидеть и нацелиться на их наилучшее выполнение. Да, основные законы, которые мы рассмотрим, ну, собственно, соответствие слышали 100 раз. Да? Если вы ставите какую-то цель, хочу быть миллионером, пожалуйста, твоя задача подними все показатели на 4-й уровень, по крайней мере, все основные. По скорости мышления, по принятию решений, по профессионализму, по энергетике, по силе. Поднимай. Да? Второе. Чем выше цель, тем больше нужно вкладывать времени, усилий и всего остального для достижения этой цели. Ну, предположим, человек ищет наемную работу. Ну, собственно, сколько времени на подготовку? Делся и пошел. Подал заявление, приняли, пошел работать. Ну, собственно, все. Поэтому чем выше цель, тем больше предварительная подготовка. Но и на порядке несоизмеримо выше отдача. Ну, устроился на работу 1 из миллиардов работников. А если ты поставил компанию Apple, все знают, что такое Apple. Чем выше цель, чем больше подготовка, это нужно понимать, на это нужно рассчитывать. Нужно брать ответственность. Да? То есть если человек отвечает за рост своих возможностей, ну минимум у него должен быть план, стратегия. По какому маршруту ты идешь к вершине? Если он живет в мире иллюзий, как люди достигают успеха? Повезло. Повезло с родителями, повезло с тем-то, повезло с тем-то или еще с чем-то. А как бы мои личные качества и мой профессионализм ни при чем. Причем, да, и определяющие моменты, которые влияют на успех, условия. Это личные качества, ну, там разные, да. Управлять собой, нет негативных эмоций, расположения, внешняя безупречность, ты энергетичен, ты заряжен, да, ты коммуникабельный и так далее. Это качество. Дальше, сам профессионализм, да, его нужно держать на высокой ноте, тогда ты востребован, и за ту же работу ты получаешь в несколько раз больше. Поэтому профессионализм. Кроме этого, что еще чисто эзотерическое? Чистая карма, да, то есть чтобы она была не против твоего движения вперед, да. Если хвосты не закрыты, она против. Закрыл соответствующие хвосты блоки, пожалуйста, иди. А если не закрыл, ну кто ж тебя пустит? Да, там сотни людей голосуют неправ, бесчестен, да. Людей обманываешь, кидаешь. Куда тебе давать возможности? Ты с долгами рассчитайся. Да, поэтому чистая карма. И то, что мы говорили в начале, должно быть понимание стратегии своей жизни. Да, само оно ж ничего не придет. Человек понимает, как он идет, к каким вершинам, и он активен, да, потому что мало быть профессионалом. Ты должен видеть маршрут. Ты, кроме того, что хорошо работаешь, но все-таки понимаешь, люди принимают решения, с ними нужно выстраивать взаимоотношения. Множество причин, да, кармических, да, из прошлого, из далекого, может, с этого. Почему человек себя так ведет? Он не берет ответственность за свое будущее, он не прокладывает стратегию, и он за нее не сражается. Да? Там варианты, но они примерно будут колебаться на уровне раба. У тебя нет права голоса, у тебя нет никакой свободы, у тебя нет никакой возможности. Ты должен делать то, что тебе скажет господин. Ну и всякие разные другие программки. Да? То есть есть различные кармические причины, почему человек выходит на такую бесконечную слабость духа. Хотел бы, но ничего не делаю, даже не думаю свою деятельность, да, свое движение в будущее. Поэтому с этими хвостами нужно прощаться. Да? То есть основное, что нам нужно понять, определиться, к какой вершине хочешь прийти, для этого поставь точку, на какой уровень тебе нужно выйти. И дальше смотри, какие вопросы нужно закрывать. К этому плюс стратегия и активное движение.